Ну что, всем привет! Меня зовут Леся, добро пожаловать на этот канал. В сегодняшнем видео я наконец-то осуществила свою давнюю мечту и закрыла свой гештальт. Я купила себе iPad, да. Я очень долго этого хотела. У меня был когда-то iPad в детстве, но он был старенький. Он сначала принадлежал моему папе, потом он перешел мне. И с тех пор iPad у меня не было, потому что я его разбила. Где-то месяца 3 назад я поняла, что я хочу себе iPad. Для того, чтобы учиться, для того, чтобы там обрабатывать видео и, в принципе, заниматься контентом на этом планшете. Именно поэтому сегодня, как вы могли понять по названию ролика, мы распакуем мой новый планшет. Также я купила еще к нему стилус специально. Я не знаю, какой стилус подходит к 11-му iPad 25-го года, поэтому я просто попросила в магазине мне положить еще стилус. Поэтому вот этот замечательный пакет с покупками, который мы сейчас будем распаковывать. Немножечко о самом iPad. Я взяла в серебряном цвете на 128 гигабайтов iPad 11 2025 года. Для тех, кому интересно, кто тоже задумывается о покупке iPad. И также сам стилус для iPad Apple Pencil USB-C. Итак, давайте же распакуем. Начнем, конечно, с iPad. Я второй раз открываю вот эти вот штучки. Первый раз открывала на телефоне. Ну что, давайте откроем. Я, кстати, не купила к нему чехол, потому что к 11-му iPad почему-то сложно их найти, либо их быстро разбирают. Не знаю. На весу, конечно, открывать, но сумасшедшая. Он прям идеального размера. Давайте включим его. Угу. Я очень рада. Это сейчас я буду настраивать вместе с вами. Так, это, в принципе, вся комплектация. То есть iPad, вот инструкция, не инструкция, шнур и блок питания. Давайте еще карандашик распакуем. У меня первый карандашик. У меня раньше не было. Милый. Я не могу. Я уже за сегодняшний день просто столько эмоций пережила. Зарядка тут, как вы понимаете, через шнур. Так, всем привет. Вы временно меня не будете видеть, потому что мы пока что только начинаем настраивать планшет. У меня тут, кстати, кружка чая. Я надеюсь, вы не обидитесь, что вы меня не видите. Для начала хочу подключить стилус. Я надеюсь, это получится, при том, что он еще не настроен. Давайте пока что просто язык сделаю. Я каким-то образом сделала, что у меня теперь работает Apple Pencil. Я не знаю как. Либо я вот так примагнитила, либо вот эта вот все-таки штука сработала. Ну, в общем-то, он заработал. И я просто в лютом восторге. Я чувствую себя iPad-кидом. Срочно скачиваем Roblox. Знаете что, друзья? Сейчас мы будем устанавливать приложения, которые мне нужны. Так, в общем, я начинаю запись экрана. И сейчас мы вместе с вами будем удалять ненужные приложения и скачивать нужные. В принципе, здесь их не так уж и много, слава богу, как в отличие от телефона. Всем привет, я удалила все ненужное. И сейчас мы будем скачивать приложения, которые мне пригодятся для чего-либо. Для начала я хочу начать просто с соцсетей и приложений, которые я использую для роликов, для монтажа и для контента, потому что логично, что мне они 100% понадобятся. Так, заходим.
сразу же все удобно так подобрано. Я могу все соцсети просто скачать. Спасибо. Конечно, ВВ. Еще Pinterest скачиваем, все скачиваем. Еще я скачала Google Chrome, потому что я не пользуюсь Safari. Я не знаю почему, просто мне неудобно им пользоваться, а Google Chrome удобно. Все так же напоминаю, что я сохраняю все на доску. Специально для телефона и планшета вы можете зайти тоже себе что-нибудь с нее посохранять, если вам что-то понравится. Я думала, да, брать ли розовый или серебряный, в итоге все-таки решила серебряный. Просто чехол можно купить розовый. Я хочу много виджетов, поэтому сохраняем все картинки. Просто такой таймлапс, как я скачиваю картинки. Думаю, в этот раз сделать обои, какие-нибудь вот такие типа рюшки. Либо такие, либо розовые, вот не знаю. Во, вот эти мне нравятся. Но они темные. Вот эти, может. Вот эти, да, возьму. Для файлов возьмем Sunny Angels. Я решила тут для вас записать небольшой просто таймлапс, как я это все оформляла. Если что, еще раз повторяюсь, у меня есть подробный туториал, как оформлять устройство Apple. Вы можете перейти посмотреть, но у меня просто было именно для iPhone. Если хотите для iPad подробно, напишите об этом в комментариях. Ну что, друзья, я уже оформила планшет. И именно сейчас пришло время, чтобы показать вам, как он выглядит. Так, это часть ролика What's on my iPad. Начнем мы с вами, конечно же, с заставки, что у меня находится на самом первом экране. Это просто красивые обои с кружевом. Мне в последнее время нравятся обои с кружевом. Вот, и они, конечно, в плоховатом качестве, но я думаю, я потом найду в хорошем и просто поменяю их. Цвет времени я сделала таким темно-коричневым, мне кажется, хорошо смотрится с розовыми обоями. Здесь у меня сбоку в левой части экрана просто находится зарядка от Apple Pencil, и там иногда еще можно увидеть зарядку от моих наушников. Потом здесь у нас погода, но она почему-то сейчас не показывает. И также еще тут напоминание на следующий день из календаря. Далее давайте вместе с вами перейдем на главный экран. Он такой у меня больше как декоративный, потому что здесь немного приложений я разместила. Я оставила только самые основные, которые мне нужны в быстром доступе. Все остальные у меня в общей библиотеке приложений. И, соответственно, я просто буду смотреть, если мне что-то надо, захожу в библиотеку приложений, ищу и пользуюсь. Здесь у меня находится на панельке снизу 3 приложения, которыми я пользуюсь чаще всего. Это Chrome, YouTube и Telegram. Далее здесь слева, получается, у меня TikTok, YouTube Studio и заметки. И также еще у меня находится здесь напоминания, но они тоже больше как декоративные для красоты. И 2 виджета. В центре у меня находится виджет с Арианой Гранде. Я думала, может мне сделать виджет с Мэдисон Бир, но потом я подумала, сделаю пока что с Арианой Гранде. Также здесь еще по центру у меня Spotify находится и файлы. В файлах я обычно сохраняю шрифты какие-то, картинки для видосов. Дальше справа у нас находится приложение для учебы и для контента. Это у нас галерея просто с фотографиями, приложение с заметками, чтобы уже конспекты писать. Я хочу его опробовать. CapCut для монтажа и Pinterest. Ну и 3 виджета. Из этих 3 виджетов мне больше всего нужен виджет с календарем, потому что я просто в быстром доступе вижу, какое сегодня число, и 2 виджета у меня получаются просто как картинки. Справа просто можно открыть библиотеку приложений и выбрать приложение, которое мне нужно для использования. На этом часть, что в моем iPad, закончена. Завтра я заберу чехол для него, а еще я заберу пленку, и мы вместе с вами еще наклеим пленку и чехол. Я что-то заранее не заказала, не подумала. Я думала, что можно в быстром доступе найти везде чехлы, но оказывается, почему-то на 11 iPad
их вообще невозможно найти. Ну ладно, увидимся с вами завтра. Всем привет, уже следующий день. Я только что вернулась с пункта выдачи. Собрала вот посылочки, там чехольчик и защитное стекло. Сейчас мы это все будем клеить. Точнее, стекло клеить, а чехол одевать. Не обращайте внимания, пожалуйста, на меня, что я так выгляжу, как будто уставшая. Я просто недавно только проснулась. Хочу открыть стекло. Стекло, я точно уверена, что подойдет, потому что оно прям для моего планшета. А вот насчет чехла я не уверена. Первый раз буду клеить пленку на планшет. Очень надеюсь, что все будет нормально. Здесь 2 штуки целых. Я думала, тут одна. Но здесь инструкция есть, так что разберусь. И давайте примерим чехольчик. Как вы видите, я взяла с Hello Kitty. Ой, он такой милый. Здесь зеркальная сторона. Внутри розовый. Он идеально влез. Я очень рада. Здесь у нас вот такая зеркальная сторона с Hello Kitty. Чехол-книжка. Очень удобно. Так, теперь давайте наклеим пленку. Я немножко волнуюсь, потому что, как я уже сказала, первый раз клею пленку на планшет. Здесь я еще таймлапс вам добавила, как я клеила эту пленку. На самом деле все оказалось гораздо проще, чем я думала. Очень легко получилось. В общем-то, на этом все, дорогие друзья. Все еще не могу как-то поверить, что у меня реально есть теперь iPad свой, потому что, вы знаете, иногда тяжело добиться каких-то своих целей, о которых ты мечтала. И теперь мне будет легче с конспектами со всякими. Просто взяла iPad, туда все записала, все просто, учебники тоже носить не надо. Я очень рада. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Если вам нужен подробный туториал именно по оформлению iPad, дайте знать об этом в комментариях, я обязательно для вас сниму. Ну а если вам, в принципе, все понятно и нужен просто какой-то быстрый, простенький туториал, как сделать разные виджеты, иконки, вы можете перейти на видео, как я оформляла свой телефон. Там я сделала подробный туториал. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик до конца. Увидимся с вами в новых видео или в предыдущих. Всем пока-пока. Не забывайте переходить в мои соцсети. Пока!